Всем привет, с вами Наталья Рукодельная, и сегодня я расскажу вам, как сделать сладкую икру. Скоро широкая масленица, и хочется не только напечь вкусных красивых блинов, но и приготовить какую-нибудь необычную и вкусную начинку к ним. И я вспомнила про сладкую икру. Такая икра точно не оставит никого равнодушным, особенно если заранее не говорить, что она сладкая. Метать мы будем такую икру сами, из сока, желатина и сахара. Да-да, мы будем делать ее с нуля, так сказать. Как делают имитацию икры, которую потом продают в магазинах, только они соленую продают, а у нас будет сладкая. Итак, что нам понадобится? Растительное масло без запаха около 300 мл, желатин, апельсиновый сок от 100 до 300 мл, это в зависимости от ваших сил. Свекольный сок 20-50 мл, тоже в зависимости от необходимости. Сахар по вкусу, шприц 10 или 12 миллилитров. Перед началом процесса метания минимум за час налейте в 2 прозрачных стакана по 100 мл растительного масла без запаха и поставьте в морозилку. Если будете делать много икры, как я, где-то из 300 мл желе, то лучше сразу 3 стакана, чтобы не замедлять процесс. Теперь готовим желе с подходящим цветом. Я специально сделала желе немного другого цвета, потому что хочу на стол еще поставить настоящую красную икру, для того, чтобы они не смешивались. Все равно наша будет смотреться достаточно натуральная, а на вопросе о цвете я скажу, что мне привезли очень дорогую и редкую икру. Если хотите сделать икру похожую на обычную красную, то возьмите апельсиновый сок без мякоти и подкрасьте его свекольным соком. Свекольный сок можно сделать, потерев на мелкой терочке сырую свеклу. В принципе, достаточно или прям одной крошечной, или одной четвертинки большой. Потом отжать в марле, и вот я показываю на примере морковки. Смысл тот же. Так не нужно пачкать соковыжималку из-за такого количества, и вообще можно не иметь этой соковыжималки. Я же сварила малиновый насыщенный компот и добавила в него натуральный апельсиновый сок. Вкус получился шикарный. Попробуйте на сахар. Положите желатина столько, сколько рекомендовано в вашем желатине на ваше же количество жидкости. Если ему надо набухнуть, значит оставьте. Если нет, то ставьте на плиту и разводите, но не кипятите. Снимите с плиты и закройте крышкой, чтобы желе не быстро остывало. Если масло передержать, то оно станет, как у меня, сильно застывшим. Тогда просто подождите несколько минут, оно быстро нагреется. Такое масло лучше пока не использовать. Теперь сам процесс. Достаем 1 стакан из морозилки, набираем желе в шприц и начинаем капать. Пока вы смотрите на процесс, дам несколько советов. Шприц советую взять на 10 или на 12 мм. Больше будет уже неудобно держать в руке, и капли будут большие. Купите 2 и попробуйте, с каким вам удобней. Если между метанием хотите сделать перерыв, то промойте шприц, иначе желе в нем застынет. Если желе остыло до комнатной температуры в вашей кастрюльке, немного подогрейте его, пока оно не застыло совсем. Но только совсем чуть-чуть подогрейте, чтобы было, чуть горячее для вашей руки. Если желе еще горячее, наберите в шприц и оставьте. Пока вы занимаетесь другими делами, оно немного остынет. Если же оно все еще горячее, то поднимите шприц повыше над стаканом. Так капли немного охладятся, пока будут в пути. Решите для себя, в каком порядке будете брать стаканы из морозилки. Например, если будете брать слева, то теплый ставьте справа и передвигайте все стаканы левее. Так не запутайтесь, какой стакан на очереди. В 1 стакан выдавливайте не больше 1 шприца. Потом масло нагреется, и желатин может не застыть. Правильная икра должна почти сразу опускаться на дно. Если так не получается, проверьте, чтобы масло было очень холодным, а желе не очень горячим. И если с маслом и желе все в порядке, то добавьте еще желатина в желе. Возможно, его мало. И тогда заново подогрейте и разведите желатин. Пробуйте разные варианты держания шприца. Мне удобнее всего было шприц держать в кулаке, а большим пальцем нажимать. Продолжайте процесс, пока не кончится желе или пока оно не застынет. Или пока не надоест. Как только первая порция готова, перелейте масло с икрой в другой стакан через ситечко, стакан в морозилку, икру в форму и в холодильник. Учтите, что процесс достаточно длительный и нудноватый.
Возьмите для начала не очень много желе. Просто прикиньте, что в шприц вы набираете по 8 мл, например. Возьмите ваше количество жидкости, разделите на 8 мл и прикиньте, готовы ли вы столько раз повторять метание икры. Вот, собственно, и все. Приятного аппетита, с наступающими праздниками, будьте здоровы и счастливы!